Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня с вами мы будем погружаться в тему изучения психосоматики болезней, которые характерны для вашего знака зодиака. Но прежде чем мы с вами приступим, хочу вам напомнить, сделать такую небольшую ремарку, что все, что я сейчас буду озвучивать, является характеристикой общего плана для вашего знака зодиака. Почему? Потому что наиболее верная и точечная для вас будет информация индивидуального плана, то есть ваша натальная карта, которая рассчитана исходя из вашего времени, места и даты рождения. Плюс очень важно знать точное время. Зачастую кто-то ориентируется там на время, указанное на бирке, или то, что вам озвучили родители. Не всегда это является верным. Поэтому рекомендовано выполнить ректификацию времени рождения и после этого уже делать расчет. Так как, допустим, многие не знают, как этого делать, обращайтесь к астрологам за подобного рода информацией. Но для чего я вам сейчас дам вот эту вот общую базовую характеристику? Она, наверное, будет актуальна для тех, кто является львом и по солнцу, и одновременно по асценденту. Тогда у вас должно быть все в яблочко. Для всех остальных, у которых асцендент в разных знаках, будут чуть-чуть плюс-минус разные отклонения. То есть у кого-то в большей степени может отыгрываться асцендент, у кого-то больше будет резонировать солнце. Но, тем не менее, понимание тех либо иных процессов позволит вам, как я говорю, сделать профилактику болезней и предотвратить, знаете, какие-то негативные течения, негативную динамику по здоровью. Поэтому предупрежден, значит вооружен, значит вы сможете продлить свою жизнь, создать для себя качество жизни и при этом быть счастливыми и здоровыми. Анализ мы с вами будем делать при помощи астрологии и таро, раскрывать этот вопрос. Почему именно так и в таком контексте? Потому что еще греческий философ и врач Гиппократ, он неоднократно делал акцент и говорил о том, что врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. Почему? Потому что до 18 века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, оно в принципе входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина не прибегает к помощи астрологии, но астрология по-прежнему способна дать ответы на многие вопросы, которые касаются нашего здоровья. А таро, допустим, детально раскрыть текущую ситуацию, предшествующую, ну и, допустим, развитие тех либо иных болезней. Вы скажете, а какую полезную информацию вы, по сути, можете получить, допустим, из своей натальной карты? Конечно, мы не можем ориентироваться только на один солнечный знак, потому что состояние здоровья и предрасположенность к тем либо иным заболеваниям у нас показывают следующие факторы гороскопа рождения. Это, безусловно, знак, в котором находится Солнце, то есть в вашем случае это Лев, да? Далее это знак, который является противоположным знаку рождения, то есть знак в оппозиции к солнечному. В вашем случае это болезни, которые будут проходить по Водолею, а также знак зодиака, который содержит стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет в каком-то из конкретных домов вашей натальной карты, вашего гороскопа. В целом, основная, скажем так, оси, которые отвечают за здоровье, это у нас оси 2-8 домов и 6-12 домов. Сегодня я буду их разбирать, рассказывать, и, возможно, вы для себя подчеркнете что-то более знаковое, значимое и важное, и посможете себя раскрыть с иной стороны. Ну, конечно же, астрологи вам скажут, как у вас там аспектированы планеты, и, конечно, дадут вам более глубокую и значимую индивидуальную информацию. Сейчас мы будем все смотреть в общем порядке. Итак, почему конкретно оси 2, 8 и 6, 12 домов? Давайте с вами разбираться. Второй дом у нас связан в первую очередь с вопросами энергетики, то есть энергонарушения. Это, иными словами, то, что мы как индивидуумы нарабатываем сами. Но по принципу, вот ведем мы какой-то нездоровый образ жизни, пьем, курим, излишки, какие-то переедания, может быть, не соблюдаем режим дня. То есть мы сами пагубно влияем на свое состояние организма. Плюс по второму дому могут идти энергопробои, такие вещи, как там порчи, деструктивные программы. Но второй дом – это то, что, по сути, в большинстве своем зависит от нас самих. Что же такое у нас 8 дом? 8 дом – это, в принципе, как бы
дом считается смертельных заболеваний, клинической смерти, тяжелых операций. Но, знаете, он несколько шире, потому что просто по 8 дому проходят кризисные ситуации. Это могут просто быть резкие обострения, и они не обязательно смертельного порядка. Просто ось 2-8 домов называют кризисной осью. Но 8 дом – это также вопросы наследственности, то есть то, что нам идет от наших предков по наследству. Допустим, наследственные заболевания, да, которые могут проявляться, которые, может быть, можно купировать или ввести в стадию ремиссии. За что у нас отвечает 6 дом? Если 2-8 дом – это, по сути, причины, которые приводят к заболеваниям, то по 6 дому это ярко выраженное заболевание. То есть, иными словами, это уже назову так, результат, либо манифестация болезни. То есть она именно вылазит в 6 доме. А что же такое 12 дом? 12 дом гороскопа – это дом кармы, дом пребывания в больницах, хронических заболеваний, дом скрытых заболеваний, которые не видны, но которые потом дают о себе знать. Ну, вообще, знаете, как по 12 дому еще говорят болезни души. Когда мы живем, ну, если так сказать, в кавычках, не духовно, не по совести, либо там где-то грешим, а мы не бывает безгрешных людей, то как раз по 12 дому проходят вот эти болезни, которые мы должны пройти, проработать. И опять же, это болезни, которые проходят из наших предыдущих кармических наработок. То есть, по сути, ту карму, которую мы наработали в предыдущих воплощениях, мы также будем проживать в этих. Например, когда рождается ребенок с какими-либо серьезными нарушениями, инвалидностью, вы скажете, за что? Это же невинная душа. Но по факту она уже будет отрабатывать карму, опыт прошлых воплощений, а также, допустим, карму своих родителей. Поэтому 12 дом часто как бы характерно это показывает и раскрывает. Ну и, конечно же, еще момент по 1 дому. Что такое у нас 1 дом? Поскольку 1 дом это, в принципе, наше «я», наш внешний вид, наше физическое тело, 1 дом часто показывает травмы. То есть какие-то изменения, то есть шрамы, какие-то, ну, скажем так, повреждения нашего тела. Может быть, где-то какие-то дефекты, где-то, прошу прощения, да, там может отсутствовать у кого-то палец там, и так далее. То есть это как бы влияние на внешнюю оболочку организма. Давайте посмотрим, за что же отвечает у нас 5-й знак зодиака, 5-й дом, непосредственно вы. Схематически, понятно, что здесь схема не может вам представить, просто как будет указание здесь вот сюда на спину, да, непосредственно, но у нас лев еще отвечает непосредственно за сердце. Почему? Потому что 5-й знак зодиака влияет на сердце, на область грудной клетки и спину. И все, кто родились под знаком зодиака лев, зачастую отличаются отличным здоровьем, благополучием. Более того, все, кто увлекается китайской культурой, понимают, что это обусловлено эффектом Солнца, вашей планеты, планетой-управителем. Потому что Солнце связано с жизненно важной энергией Ци. И вы по факту наделены благополучием с рождения. Но при этом, при всем, вы должны быть крайне осторожны, поскольку жизнь в свое удовольствие, она не всегда благоприятно отражается на состоянии тела. Поэтому важно соблюдать баланс, там, не переедать, не уходить в запои и так далее. Потому что, ну, на самом деле, большие количества хорошего вина, изысканной пищи, они принесут не только радость, но и могут принести проблемы по состоянию здоровья в целом. Вы, как никто, приверженцы физических упражнений, здорового образа жизни, потому что энергия у вас через край, так как лев – это самый витальный знак зодиака, потому что ваш управитель Солнца – это, в принципе, символ самой жизни. Вы, как никто, связаны с творческим раскрытием, созиданием, любовью, вечной жизнью, и вы проявляетесь через рождение и воспитание детей, в том числе внуков. Почему именно так? Потому что вы отвечаете за 5-й дом. А что у нас такое 5-й дом? Творчество, удача, радость, дети, это, в принципе, удовольствие, это, конечно же, любовные связи, ну, то есть это жизнь в кайф. Вот это, могу сказать, основополагающая идея жизни львов. И поэтому лев является центральным знаком зодиака, и управляет он центральным органом человеческого тела – сердцем. И вот когда у вас болит сердце, значит, что вы не смогли реализовать себя.
вы не смогли достичь признания. Признание и любовь для вас – это залог хорошего самочувствия, крепкого здоровья. И вот когда у вас в гороскопе есть напряженные аспекты к Солнцу, это будет создавать трудности в реализации и раскрытии вашего «я». Негативные аспекты к Солнцу, это вам расскажет об этом астролог по индивидуальной вашей карте, они создают препятствия в творческом самовыражении. Это могут быть проблемы в любви, это могут быть вопросы бездетности. Для вас это будет просто пагубно. И вот если вы в результате по каким-то причинам глубоко несчастны, то сердце сжимается от тоски, что является первым признаком стенокардии. Поэтому видите, как все связано. Казалось бы, вроде бы и нет, но по факту психосоматика – это наше все. Когда вы не получаете должной любви, вы сами перестаете излучать любовь. И у вас из-за этого будут развиваться серьезные сердечные или сосудистые заболевания. Поэтому залог здоровья льва – это наличие в вашей жизни любви. Причем не только от окружающих, но самое главное, самое основополагающее – это к самим себе. Вот понимаете, основная проблема в том, что вам, как никому другому, нужно научиться любить себя. Не копить обиды. В особенности для вас крайне важно, это связано с детьми, на детей, на внуков. Не ожесточаться, сохранять великодушие, несмотря ни на что. Потому что вам крайне важно... Вот понимаете, вам важно не только, чтобы вас любили, но когда вы это отдаете старице, вам эта старица возвращает. Вот такой, знаете, как замкнутая вот сердечно-сосудистая система, цикл, вот так же и у вас с любовью. Более того, вам крайне важно найти в жизни дело, которое вам будет приносить радость, реализацию ваших талантов, потому что через признание, потому что вам что-то нужно делать не только для себя, но и для публики, для социума, быть значимым. Вы через это расцветаете. Вы быстро в этом случае выбираетесь из всех болезней. И да, в этом случае вы будете одаривать окружающих и красотой, и широтой своей души. Но лев у нас отвечает не только за сердце. Вы отвечаете за спину. Просто поэтому так схематически изображено, нельзя показать в разрезе. И это верхняя часть спины. Поэтому... Здесь у вас не только проблемы сердечно-сосудистой системы. Кстати, у вас может быть с сердцем все в порядке, но у вас могут быть вопросы гипертонии, сосудистые проблемы. Это в целом, в целом работа сердечно-сосудистой системы. Очень часто мне, кстати, пишут, характерны ли для львов вопросы лейкозов, лейкемии, анемии и так далее. Не совсем. Да, могут быть нарушения и проблемы, связанные с кровью, даже, допустим, тот же сепсис. Но, тем не менее, все-таки такие более глобальные, как рак крови, это у нас с вами будет проходить по другим знакам. Потому что лев сам по себе – это сердце, плюс трубы, плюс мышцы. И по льву всегда проходят все возможные варианты с нарушением давления и самим сердцем. Также это еще проходит сужение сосудов за счет отложений на стенках, то есть кальцирование сосудов. А то, что касается спины, что непосредственно? Это вопросы сколиоза, кифоза, особенно если у вас какие-то чрезмерные нагрузки на спину. То есть это важно понимать и осознавать. И могут быть проблемы, связанные с межпозвоночными протрузиями и грыжами. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, осторожны. Более того, Солнце, ваш управитель, оно отвечает за зрение и глаза. И Солнце соответствует правому глазу у мужчин и левому глазу у женщин. То есть тут мы видим опять удивительный символизм правой и левой стороны тела. Особенно те, кто практикует йогу, это точно знают, потому что есть четко начало асан там для женской стороны и для мужской стороны. Итак, еще делаю акцент на том, что поскольку Солнце это царь, это вождь, это центр, который инициирует любую нашу жизненную деятельность. Поэтому здесь очень важно в символизме Солнца понимать, насколько важна его живительная энергия для слаженной работы всего организма и центральной нервной системы. Если мы еще будем брать точечно 5-й дом. Итак, спина, лопатки, сердце, бока. Реже, но тем не менее, иногда может быть задета печень. Но в основном еще одна такая проблемная точка –
это вопросы желчеоттока, потому что у львов, если есть какие-то обиды и вопросы непрощения, избыток желчи будет работать против него. Но это обиды в основном на близких, на родственников, то есть это не обиды там на коллегу, на соседа, на каких-то там, не знаю, друзей. Это конкретно касается кровных родственников. Ну и в целом вам необходимо себя беречь от болезни аорты, миокардита, вопросов ишемии, все, что касается инфарктов, инсультов и прочего. Опасны для вас вялотекущие хронические заболевания. Почему? Потому что у вас есть основная проблема. Я силен или я сильна, я все могу, мне все болезни по плечу. И тем самым вы в большинстве своем в течение болезни пускаете на самотек. И вот именно такие ваши решения не могут в будущем привести к серьезным последствиям. Если вдруг у вас имеются хронические заболевания, вы должны ходить регулярно к врачу, проверять течение вашей болезни. Плюс вам нельзя перегружать свою нервную систему, потому что именно нагрузка на нее повлечет за собой проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой в целом. Так как для вас крайне важно находить творческую реализацию, поддержку и помощь со стороны ваших близких, вашего окружения. Здесь, знаете, как... Кстати, еще такой момент, вот забыла добавить, когда есть нарушенные связи с внуками, если у вас есть внуки или вы уже в зрелом возрасте, то вашим уязвимым местом будет позвоночник, особенно нижний отдел. Это могут быть и травмы, и какие-то нарушения, и, повторюсь, межпозвоночные грыжи, и оперативные вмешательства именно в эту область. Вот здесь почему? Потому что этот участок позвоночника тоже как бы отвечает за продолжение рода, за ваши корни. И здесь крайне важно, чтобы вот вы свой творческий потенциал отдавали внукам. И когда есть это взаимодействие, болезни, скажем так, из этой области, они вас минуют, они уходят. Или там начинается ремиссия этих заболеваний. То есть в любом случае я понимаю, что, может быть, все нельзя исправить, но вы будете ощущать позитивную динамику течения болезни и улучшения вашего самочувствия. Вообще вы должны понимать, чтобы по сути, я понимаю, что философствовать можно много, но моя задача дать вам эту информацию, а как вам с ней работать, решаете вы. Конкретно вам для того, чтобы проработать перечисленные болезни, это нужно впустить в свое сердце любовь, наполниться ею, научиться любить себя, дарить эту любовь близким, окружающим. И, конечно же, получать какое-то признание от вашей деятельности. Основной еще момент по вашему знаку – это то, что вы постоянно тревожитесь, вы всегда куда-то спешите. И, как следствие, вы сами себя перегружаете. Из-за этого теряете внутренний ресурс. Вам очень важно не тревожиться по мелочам. Вы должны понять, что не все нужно воспринимать абсолютно серьезно, обращать внимание только на те вещи, которые действительно достойны вашего внимания, то есть какие-то глобальные там катастрофы или ситуации. Ну а в целом вы отличаетесь крайне такой хорошей сопротивляемостью болезням, поэтому что нужно делать? Стараться избегать нервных срывов, проходить профилактику заболеваний, следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, спины, реже у кого-то могут быть заболевания крови, а также спазматические или судорожные явления. Помимо всего прочего, что вам необходимо сделать? Это как такая корреляция. Вам нужно реализовывать свой потенциал, потому что планы и их воплощение в жизнь – это то, что дает вам энергию и силы, чтобы вы могли выбираться без особых потерь даже из самых серьезных заболеваний. Вот знаете, как вижу цель, не вижу препятствий. Когда у вас есть реализация, все болезни вам нипочем. Конечно же, мы сейчас с вами просмотрим рекомендации по домам, по, скажем так, уязвимым точкам и посмотрим, что вам необходимо делать, чтобы укрепить свое состояние здоровья и прожить молодыми и здоровыми. Так, что у нас по второму дому идет? У вас здесь ложится королева чаш. То есть не перенагружать себя эмоционально, потому что королева чаш – эмоции в покое. И дарить любовь, радость, радушие. Сама по себе королева чаш – это творчество, самовыражение и
отдушина для других людей, то есть уметь раскрывать эмоции, то есть делать какие-то искренние комплименты, если вы действительно видите, что человек, ну как, не то чтобы их достоин, но вам что-то понравилось, поддержать, порадовать, дарить любовь своим близким, то есть не закрывать эти эмоции, потому что я не могу сказать за всех львов, и опять же, это в большей степени характерно для мужчин, нежели для женщин. Вы лишний раз боитесь показать свои эмоции, потому что считаете, что это будет воспринято окружающими как ваша слабость. Хотя это в корне как бы неверная позиция. Если мы будем просматривать с вами 8-й дом, по 8-му дому у нас здесь ложится 9 монет. Напоминаю, что 8-й дом у нас отвечает за кризисные состояния. И 9 монет сама по себе говорит о ситуации, это жизнь в райском саду. То есть зона комфорта, жить в роскоши. Но вам здесь крайне важно понимать, чтобы у вас не было переизбытка, потому что 9 монет – это могу себе все позволить. Это все прекрасно, но переизбыток там, в алкоголе, в табаке, простите, у кого-то может быть в наркотической зависимости. Все мы люди разные, и меня смотрит разный контингент, поэтому вот здесь должна быть мера. Я понимаю, что как бы вы себе можете позволить многое, но тем не менее здесь нужен грамотный баланс. И что такое 9 монет? Она здесь может непосредственно указывать на образование камней в желчном, поэтому это то, что копится из-за обид к близким, я вам уже объясняла. Вот вам необходимо это перепроверять своевременной диагностикой. Смотрим с вами 6-й дом. Что по 6-му дому? По 6-му дому король чаш. То есть все болезни через эмоции. И опять же, поскольку король чаш у нас отвечает за кровь, то есть наша задача, во-первых, чем мы старше, тем мы должны планово сдавать чекап-лист по здоровью, смотреть состояние крови. Для кого-то это может быть корреляция какими-то медикаментозными препаратами, которые разжижают кровь, если будут к этому врачебные показания. Для кого-то это наладить питьевой режим, потому что, ну как опять же, разжижать кровь. И как ни странно, вот чтобы не было этих проблем по 8-му дому, потому что это причины, да, здесь сколько образования камней в желчном. Король чаш, если вы не сможете справиться с какими-то проблемами, вперед к психологу. Король чаш – это карта психолога. Это рекомендации, простите, со стороны врача научить вас выстраивать дипломатичные отношения, научиться открываться миру в эмоциональном плане, проговаривать свои эмоции, выражать свои чувства. То есть для вас это ситуация, которая, говорю, must have. Тогда у вас и с жидкостями в вашем организме все будет в порядке. И с сердечно-сосудистой системой тоже. Что идет по 12-му дому? Давайте смотреть. Колесо фортуны. Здесь падает сама по себе карта кармы. Это, знаете, по принципу, что посеешь, что пожнешь. У многих львов здесь может быть непростая наработанная карма. Сейчас мы посмотрим, как вам себя в этих вопросах подстраховать и предотвратить. Но я вот смотрю уже ту колоду, здесь падает дурак. Чтобы у вас не было проблем кармических по здоровью по 12-му дому, у вас дно колоды дурак. Это нужно иметь хорошие взаимоотношения с детьми, с внуками, с вашим продолжением рода. Потому что как только у вас здесь будет пробой, вся жизнь, простите меня, но может пойти под откос. Вам очень важно понимать эту кармическую взаимосвязь. Сейчас даже раскрою, посмотрю. Пятерка чаш, 9 жезлов и 10 жезлов. Это когда вы эмоционально закрываетесь, смотрите, по 10 чаш, от ваших близких, от вашей семьи, от ваших родственников. Потому что 5 чаш, это я такой злюка-бобер, я коплю обиды, я никому не покажу свою слабость. 9 жезлов, это полностью от всех закрыться, дистанцироваться. Хотя вы понимаете, что по 10 жезлов для вас это тяжкая ноша. И как следствие здесь вам и сразу на спину, потому что 10 жезлов это спина. 9 жезлов сразу пробой по иммунитету, потому что вы не в ладу с самим собой по психоэмоциональному состоянию. Вот так, мои хорошие. Вот такая здесь информация. Я верю в то, что вам это
Эти знания, они будут во благо, и вы себе во благо их используете. Буду признательна каждому из вас, в первую очередь, говорю львам и по Солнцу, и одновременно по асценденту, чтобы вы написали, созвучно ли это с тем, что происходит в вашей жизни, резонирует ли. Конечно, мне будет интересно почитать львов, у которых асцендент в других знаках, посмотреть, насколько эта информация соответствует вашей характеристике. Я думаю, другим тоже будет интересно почитать. Ну и, конечно же, берите себе эту информацию во благо, на вооружение, меняйте свою жизнь к лучшему. Я вам искренне от всей души желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья, самое главное любви, потому что для вас это вопрос жизни и жизненной энергии, причем любви взаимной. Будьте любимыми и любящими, и все тогда в вашей жизни обязательно наладится. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.